На протяжении последнего месяца инвесторы продолжают активно следить за процессом запуска спотовых биткоин ETF. И эти заявки даже еще не одобрили, а биткоин уже вырос на 25% и продолжает реагировать на любые положительные новости, связанные с ETF. А в начале недели этой новостью стали заявления бывшего главы SEC, который сказал, что шансы на одобрение этих ETF заявок очень большие. На эти комментарии биткоин отреагировал ростом на 3% и тестировал уровень 31 тысяча долларов. А если эти заявки реально будут одобрены, новый максимум этого года будет гораздо выше. Уж тем более после того, как авторитетный британский банк Standard Chartered повысил свои прогнозы по стоимости биткоина и заявил, что к концу этого года он будет стоить 50 тысяч долларов, а к концу следующего вообще 120 тысяч, что принесет инвесторам 300% прибыли. Также за неделю мы получили очень много монет, которые показали от 5 до 20% роста из-за различных обновлений, релизов и запусков лаунчпадов, после чего они продолжают расти. И именно эти последние новости мы подробно разберем в сегодняшнем видео, чтобы понимать, какие главные события происходили на рынке и как это будет продолжать влиять на криптовалюту. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца, а перед просмотром, если вы желаете увидеть ролик, в котором мы соберем для вас монеты с самыми большими процентами роста за последнее время и хорошим потенциалом роста, давайте наберем под этим видео 800 лайков. Ваша поддержка напрямую влияет на публикацию новых роликов, так что тем, кто ставит лайки, огромное спасибо. Желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Сейчас мы можем заметить, что биткоин консолидируется после активного роста на 20% и движется в небольшом торговом диапазоне, но похожее движение биткоина наблюдалось и в прошлых годах. А что происходило с его ценой после, вы можете узнать в нашем телеграм-канале, где мы предоставили для вас подробный отчет будущего движения цены биткоина. Поэтому, если вы желаете узнать, сколько будет стоить биткоин в ближайшее время, переходите в наш телеграм-канал, где вы также сможете получить самые актуальные новости и оставаться в курсе всех важных событий, ведь это возможно только благодаря нашему Telegram. А насчет того, что крипта продолжает стоять на месте уже на протяжении 3 недель и сейчас рынок плотно консолидируется, мы об этом говорили в нашем прошлом видео. Такое движение рынка связано с тем, что уже долгое время мы не получали никаких положительных новостей, но в начале недели можно было заметить, как биткоин тестировал сопротивление чуть выше 31 тысячи долларов. Причем этот рост на 3% был максимально резким. А произошло это из-за того, что Джей Клейтон, бывший главный директор SEC, который занимал эту должность до Гэри Генслера, заявил, что у компаний, которые подали документы на запуск биткоин ETF, есть большие шансы на одобрение, если они смогут доказать, что это более эффективный способ для инвесторов покупать цифровой актив. И многие инвесторы, услышав такие смелые заявления от бывшего главы SEC, смогли поднять биткоин выше 31 тысячи долларов. Эти комментарии Клейтона прозвучали в недавнем интервью на канале CNBC, где он также сказал, чтобы заявки на спотовый ETF были одобрены, SEC должна будет убедиться, что эти ETF обеспечат эффективность, подобную фьючерсному рынку. Вообще стоит отметить, что Джей Клейтон, когда был главой SEC, очень негативно относился к биткоину, как Ларри Финк, но проходит буквально 3 года, и их отношение к биткоину кардинально меняется, и это очень хороший знак для криптоиндустрии, а в частности для биткоина. На самом деле многие аналитики продолжают делать смелые прогнозы на цену биткоина, и в начале недели банк Standard Chartered опубликовал отчет, в котором было указано, что биткоин вырастет до 50 тысяч долларов к концу этого года и до 120 тысяч к концу 2024. Для начала стоит отметить, что Standard Chartered – это большой британский транснациональный банк с капитализацией больше 18 миллиардов долларов, и его аналитики повысили прогноз на биткоин со 100 тысяч, который они давали в апреле. А одним из самых главных факторов роста аналитики Standard Chartered считают кризис в банковском секторе, и дополнительно они отметили уменьшение продаж от майнеров, которое положительно влияет на цену биткоина. Такого же мнения придерживается и Роберт Кийосаки, который заявил, что доллар США умрет, а биткоин будет стоить 120 тысяч. Конечно, 50 тысяч к концу года цифра реальная, но в то же время мы уже 5 месяцев топчемся ниже 32, а до 50 биткоину нужно еще вырасти на 60%. В принципе, в самом оптимистичном случае, если биткоин продолжит двигаться как предыдущие 6 месяцев,
он дойдет скорее всего до 40, ведь сейчас биткоин очень сильно зависит от одобрения биткоин ETF. И если с одобрением ETF будут трудности, мы можем прилично откатиться назад. Насчет 120 тысяч к концу 2024 очень сложно прогнозировать на такой длительный период времени, ведь на крипторынке все меняется очень быстро. А что думаете вы? Вырастет ли биткоин до 50 тысяч к концу этого года? Напишите в комментариях ваш прогноз и цену биткоина, а в конце года узнаем, кто был ближе. И я не просто так сказал, что на биткоин влияет одобрение ETF, потому что именно от него будет зависеть дальнейшая судьба биткоина. Ведь сам факт покупки биткоина и отличает спотовый ETF от фьючерсного. Вот поэтому вчерашнее заявление бывшего главы СЕК разбудили рынок, и биткоин показал рост. Но такой скачок биткоина больше повлиял на множество альтов. В лидерах роста можно было заметить монету Link, токен Polygon, Ethereum, Cardano, ну и конечно же Solana, которая показала больше 5% роста за сутки и около 13% за неделю. А когда такие монеты активно растут, на этом можно очень хорошо зарабатывать. Правда, нужно уметь проводить качественный технический анализ, который требует много сил и времени, но вместо вас всю эту сложную работу выполняет команда наших аналитиков подписки Coin22 Pro. Подписка Pro работает очень просто. Например, в понедельник участники Pro еще перед началом роста получили сделку на Solana, где было указано, на каком уровне открывать лонг, а на каком фиксировать 40% чистой прибыли. Также участники Pro заработали от 35% на росте Polygon. И таким простым образом зарабатывать могут даже новички, ведь перед началом торговли вы получите пошаговое обучение и круглосуточное сопровождение. Подписка Pro успешно работает уже почти год, и за это время мы предоставили огромное количество прибыльных сделок. Сейчас рынок активно движется на фоне последних новостей, и это самое подходящее время, чтобы начать зарабатывать. Поэтому не упускай свою потенциальную прибыль, а переходи по ссылке в описании и уже сегодня заработай вместе с нами. Поскольку некоторые альткоины показали достаточно большие проценты прибыли, давайте разберем, что на это повлияло. Как я сказал ранее, одним из лидеров роста стала монета Solana. Цена этой монеты выросла после роста экосистемы DeFi на базе Solana, которая с начала июня увеличила заблокированную стоимость примерно на $25 миллионов. Проект Ethereum Layer 2 Mental Network голосует за создание экосистемного фонда в размере $200 миллионов. Недавнее предложение направлено на выделение $100 миллионов из его казны и привлечение дополнительных $100 миллионов для поддержки развития сети в течение следующих 3 лет. Почти 100% сообщества поддерживают это предложение, которое дает разработчикам криптовалют и инвесторам еще один хорошо финансируемый блокчейн, который может развиваться на следующем бычьем рынке. И поскольку он поддерживается Solana, цена монеты улетела вверх. Также не менее активное движение показал Polygon с 10% ростом за последние 24 часа и 15% роста за последнюю неделю. Рост Polygon начался после того, как 7 июля проект назначил бывшего главу юридического отдела Марка Буарона новым генеральным директором. Также на рост повлияло то, что Polygon готовится к запуску Polygon 2.0, а именно к созданию протокола децентрализованного управления к 17 июля. Но еще киты сыграли важную роль в росте Polygon, ведь адреса с балансом от 10 до 100 миллионов токенов увеличилось более чем на 1% в июле, а с дальнейшим масштабным запуском Polygon 2.0 цена имеет хорошие шансы вырасти еще больше. А еще одной монетой, которая выросла на 7% буквально за 2 дня, является BNB. И опытные инвесторы знают, что BNB растет только в 2 случаях. Либо это положительные новости со стороны Binance, либо запуск нового лаунчпада. В данном случае причиной роста является второй вариант. 10 июля Binance объявила о лаунчпаде нового токена Arkham, а для того, чтобы получить его бесплатно, нужно иметь на балансе BNB. И чем больше токенов вы имеете, тем больше монет из лаунчпада получите. И был даже один кит, который отправил 141 тысячу BNB на Binance, чтобы поучаствовать в раздаче монет Arkham. 17 июля заканчивается фиксация участников лаунчпада, и 18 июля уже начинается раздача монет. Учитывая, что после прошлых лаунчпадов цена BNB падала, поскольку все его начинают продавать, подобная картина может повториться и сейчас. Так что рекомендую понаблюдать за BNB и новым лаунчпадом. А если в целом взять инвестиции в крипторынок, они также выросли, поскольку 3-ю неделю подряд криптофонды получают приток капитала.
капитала, о чем сообщает еженедельный отчет аналитиков CoinShares. И на прошлой неделе приток капитала составил 136 миллионов долларов, в результате чего приток за последние 3 недели составил 170 миллионов, что полностью компенсировало потери на рынке за предыдущие 9 недель. Главным активом, в который направляется капитал, остается, конечно же, биткоин, который на прошлой неделе получил приток средств в размере 133 миллионов долларов. Но поскольку мы видим, что биткоин движется вот в таком небольшом диапазоне, в отчете было указано, что торговый оборот замедлился, ведь торговля деривативами составила 1 миллиард долларов за неделю по сравнению с 2,5 миллиардов долларов за предыдущие 2 недели. И несмотря на то, что торговые объемы снижаются, приток инвестиций растет, и инвесторы продолжают накапливать криптовалюту, а конкретно биткоин. И накопления со стороны инвесторов подтверждают подробный анализ, который предоставила аналитическая платформа Glassnode, ведь они пришли к выводу, что сейчас у биткоина наблюдается высокий активный уровень накопления. Также биткоин-данные часто отображают странно повторяющиеся паттерны цикл за циклом. В цикле 2021-2022 годов уровень цен в 30 тысяч долларов сформировал своего рода среднюю точку и несколько раз тестировал ее как сверху, так и снизу. Очень похожий уровень наблюдался в 2013 и 2016 годах на уровне около 425 долларов, а в 2018 и в 2019 годах примерно 6,5. И если обратить внимание, эти уровни были как точки, в которых аналогичный объем предложения находился в убытке. Поскольку рынок консолидируется ниже этой средней точки в 30 тысяч долларов, мы видим, что около 75% от общего объема предложения является прибыльным, а 25% убыточным. Как ни странно, это тот же баланс, который был зафиксирован, когда цена достигла середины как в 2016, так и в 2019 году, после чего начался рост. Понятно, что сейчас на рынке условия немного другие, но учитывая положительный новостной фон и активное накопление биткоина, подобный булран действительно может повториться. Но все опять-таки будет зависеть от настроения на рынке, а также новостей, связанных с ETF, конечно же инфляции и еще много других сторонних факторов. А на сегодня это были все последние события рынка. Больше новостей, которые мы публикуем ежедневно, вы можете найти в нашем телеграм-канале, так что обязательно подписывайтесь. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы первыми смотреть наши ролики, оставляйте ваши вопросы в комментариях и увидимся уже в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч!